Непростые, времена с нашим, многострадальным земным шариком. Но, я думаю, жить и работать мы все равно будем. Так вот, вся моя система, вот эта рисовальная скетчинговая система проектирования, заточенная на суровые путешественнические будни, она идеально практична и жизнеспособна в этой, новой реальности. И отработана мной за многие годы путешествий по миру, проектирования в самых-самых разных, порой очень непростых ситуациях. То есть ты должен думать и делать продукт, даже когда у тебя для этого нет никаких условий. Моя тема проектирования. Ландшафтная архитектура, урбанистика. Именно для этого все мое рисование. Все мои скетчбуки, все мои перьевые ручки, линеры, маркеры. Чтобы я минимально зависел от вот этой вот балды. От зарядки, от Wi-Fi, от вот этой вот балды. Хотя там огромная часть моей работы. Но если вот это вот сдохнет, у меня будут проблемы. Но не фатальные. Потому что мой продукт, он вот здесь. Основной продукт проектирования. И для того, чтобы выразить мою проектную идею, мне достаточно вот, чему не нужно электричество. Что стоит копейки. Если взять формат повнушительней, то мне достаточно вот. И там огромное количество проектов, которые и без компа перешли в практику. Можно думать, если у тебя есть что думать. Даже вот на такой маленькой ерунде. И даже на мусорной бумаге. Крафт, оберточная бумага. Проблемы нет. То есть я думаю, самое главное, чтобы вам ничто не мешало делать ваш продукт. Ни вот эти телефоны, ни вот эти ноутбуки, ни вот эта вся девайсовая фигня. Если ее отнять, то проблемы особой не будет. Для того, чтобы я мог делать мой продукт. Хотя стандартом индустрии давно являются вот такие штуки. Работа в них. Но я думаю, огромная проблема, если отнять эту железяку у проектировщика, и он не сможет сделать свой результат. Я думаю, это очень плохо. Я думаю, это неприемлемо. Я думаю, вы должны делать свой результат и делать его превосходно, даже если все против вас. Поэтому сейчас по-быстрому пройдусь по минимальному набору. Из инструментов для рисования. Перо, звездочка. Само перо 100 рублей, держатель 200 рублей. Например, на Озоне 3 штуки за 200 рублей. На практике выглядит вот так. Грубое, все в рабочей туши, но абсолютно надежное и совершенное. Идеально точное. Крутейший продукт советской эпохи. Для него самая бюджетная и нормальная тушь Гамма. Вот такой бутылек. Тушь черная, жидкая, для графических чертежных работ. Объем 70 сантиметров кубических. Писать, не переписать. Смотрим на том же Озоне. 91 рубль. И этот набор, самый бюджетный набор, это способ достижения наилучшего графического результата. Наилучшего из возможных. Добавить этому результату скиллов и эстетики можно тушью Winsor & Newton. Но вот с этой штучкой еще нужно научиться обращаться. Немножко нужно научиться. Вот эта грубая простая штука сразу дает результат. Это дает результат круче, но ее нужно понять. Смотрим тот же Озон. 580 за 30 мл. Баночка выглядит вот 30 мл. Calligraphy Ink, сепия. И это тот набор, который я выберу как лучший. Даже если у меня включены все возможности. Просто абсолютно все. Когда у меня нет никаких ограничений. Я возьму вот это. Самый простой бюджетный набор. Есть лучшее идеальное решение. Для того, чтобы выражать мою проектную идею. Для того, чтобы делать ее на высоком эстетическом уровне. Для того, чтобы делать ее дорогой. Просто моя техника скетчинга, она это позволяет. Дальше. Сейчас опять про простые бюджетные штуки. Из линеров идеальные. Winsor & Newton, смотрите, Fine Liner. Просто если выбираете из линеров плюс-минус одной ценовой категории, лучше брать вот эту. Почему? По характеру штриха. Этот линер сделан так, чтобы делать характер штриха, коррелирующий со штрихом пера. Именно поэтому из линеров я выбираю вот эту штуку, потому что мои скиллы, нарощенные на пере, легко переносятся вот сюда. Не знаю почему. Стараются, видимо. Очень крутые. Молодцы. Смотрим их на Яндекс.Маркете. 150 рублей за штуку. Насколько их хватает? Смешной вопрос. Если вы рисуете с утра до вечера, я думаю, что с утра до вечера сможете их закончить. Ровно так же, как и любой линер или маркер. Рисуете меньше, работает дольше. Я, к сожалению, не могу определить время службы, потому что у меня их много. Вот такая пачка. Вот так выглядит вблизи. Winsor & Newton. Вот такой наконечник. И обычно у меня 0,8 или 0,5. Вот, например, 0,5, а вот, например, 0,8. В паре с таким линером я иногда использую линер потолще. Вот, например, Calligraphy Ink, он 2 мм. Вот это делает тонкие линии, вот это делает жирные пятна. Как вы можете видеть у меня на графике. И, по сути, для рисования, для того, чтобы создавать эскизы, для того, чтобы выражать свою проектную идею, вот, достаточно. Если денег чуть-чуть побольше, то, сами понимаете, Lamy. Почему Lamy? Опять же, потому что сложный мир. Можно взять китайскую ерунду. Есть фанаты, которые любят такую-то фирму, китайскую, такую-то фирму. Я вам скажу на практике. Прошлая моя Lamy 5 лет службы. Самых чудовищно хреновых условиях. Это стройка, это путешествие, это сплошной хардкор. Я ее не жалел. Потому что мне не очень нравился прозрачный дизайн ее. Я думаю, я ее испорчу, я куплю новую. И я не мог испортить ее 5 лет. Просто хардкорного использования. Какая китайская может так? Я покупал китайские ручки, это просто полный трэш. Вот. Может, вам попадались? Ну, окей, нет проблемы, anyway, как вы хотите. Я лучше отдам чуть больше денег, но поимею чуть меньше проблем.
проблем. Если вам проблемы не важны, и вы готовы с ними справляться, и претерпевать, и быть в положении, что бамс, все сломалось, то можно выбирать какой-нибудь вариант подешевле. Меня 2400 за вот эту вот штуку устраивает абсолютно. Она их отработает тысячекрат. И я абсолютно уверен в том, что это надежная и крутая, и очень подходящая для моего типа скетчинга вещь. Ручка Lamy. 2400, но достаточно и этого набора. Опять же, смотрим на Яндекс.Маркет. Ценник вот такой. У меня манговая версия. Ну, вы можете выбирать тот цвет, который вам более интересен. Перо EF. Другое дело, что в купе с Lamy идет и история с чернилами. То есть в Lamy нельзя заливать дешевую тушь. Нельзя. Нужно покупать чернила от Lamy. Вот у меня, например, такие. Ну, в общем, это тоже получается не очень дешевая история. Но я вам говорил, лучшее, вот, самое бюджетное. Лучшее из возможных. Можно вот так, как вы хотите. Теперь на чем рисовать? Самый маленький блокнот. Покупал в Италии, в Пезаро, в магазине Зебра формата А6. Стоил, по-моему, 1,5 евро. Вполне можно на нем рисовать с натуры. Это я рисовал в Пезаро, например, в музее Цивичи в 2019 году. Рисовал рустовые камни над входом в музей. Бегал с ним на пляж и делал упражнения, например, по такой перспективе. И вот такие упражнения. Делал маленький композит. Но выглядит симпатично. Для записи огонь. И даже работает с размытием чернил. То есть нарисовал пером и размыл водой. Насквозь вроде не пробивает. Вон часть какого-то проекта, например. Это я, кажется, сидел в парке, и нужно было сделать срочно проектную идею и отправить куда-то. По-моему, даже есть такое видео. Делаю проект и отправляю на другой конец земного шара. Есть где-то на YouTube, можно посмотреть. Вот часть, вот тоже часть, вот тоже часть. И вот еще часть. То есть сделал, сфоткал, отправил, договорились. Так это работает. Формат побольше, А6, опять, это для пиджака. То есть вот это для кармана джинсов. Вот так, вытащил, рисуешь. В паре с Lamy это работает вот так. Lamy на кармане, Lamy в руках. Скетчбук в кармане, скетчбук в руках. Снял колпачок, все, ты сразу можешь делать вот эту вот свою мысль. Все упирается в то, есть ли у тебя эта мысль. Вот это все обслуживает мысль. Формат чуть побольше. Вот этот формат, он для пиджака. То есть вот это на джинс, а вот это вот сюда. Немножко торчит, но как и часть имиджа нормально. Опять же, Lamy на кармане, пиджак вот здесь. Вытащил, открыл, Lamy достал, работаешь. Нашел то место, где тебе удобно, посреди этого земного шарика. И делаешь актуальный уровень твоего интеллекта, проектное решение или сканирование. Ручку закрыл, карман сунул, скетчбук закрыл, пиджак убрал и живешь обычной жизнью. Но понимаешь, что ты в любой момент готов к проектированию, и тебе это ничего не стоит. Если идти чуть побольше, то следующий формат А4. В чем плюс? В том, что это не формат А4, это формат уже А3. Потому что ты всегда рисуешь на развороте. Поэтому этого уже немало. Ты можешь делать проектные решения уже с комфортом. Но формат А4 нужно уже носить под ручкой или в рюкзаке, или в сумке, как тебе удобно. Но можно пойти дальше, использовать формат А3. Когда разворачиваешь его, это уже большая история. Это уже серьезно. Так, формат А2. Так смотрится под рукой. Вот это я больше всего люблю. И можно такой штукой огреть при случае. Но это если вы не очень человеколюбивы. Поэтому вот, это такая история, которая на минимальном чеке работает великолепно. И вас невозможно ограничить. Это основа моего рабочего процесса. Тут делается главное проектирование, концептуальное проектирование. Потом моменты уходят в рабочку. Потом мне нужен компьютер. Нужно делать чертежи, нужно делать 3D-визуализацию, нужно делать VR, нужно делать гейм, нужно делать вот все вот эти истории. Но самое главное происходит вот здесь. Потому что вот здесь оно происходит максимально быстро, максимально вариативно. Ну и так как у меня графика такая, то довольно эффектно. Поэтому я думаю, как бы мир ни повернулся, что бы лично вам не включали, как бы не ограничивали, вы можете немало не потерять ни в уровне своем, ни в качестве того продукта, который вы создаете, если используете такие штуки. Как научиться рисовать в моем стиле графики? Ссылка в описании к видео. А тут крутые плейлисты про мой практический опыт рисования, проектирования и путешествий. Меня зовут Эдуард Кичигин, итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка.